История кельтов неразрывно связана с Западной Европой. Друиды, рыжие варвары, рогатые шлемы и клетчатые ткани. Но и также атрибуты какой-то другой жизни, далекой от глухих лесов и мрачных холодных морей. Колесницы, многочисленная конница, длинные мечи, плохо пригодные для пешего боя, но идеальные конным воинам для удара сверху. И ища ответ на этот вопрос, мы обнаружим, что 200 лет назад европейские ученые считали, что кельтские народы родственны кочевникам степей, что сейчас почти забыто. Давайте взглянем на аргументы. Теория о том, что народы Западной Европы когда-то жили на русской равнине, не нова. В общем-то, это факт. Согласно курганной гипотезе, все индоевропейские народы, в том числе и будущие западноевропейцы и кельты, когда-то кочевали в степях нынешней Украины, России и Казахстана. Однако отождествление кельтов и киммерийцев началось задолго до успехов археологии и лингвистики. Еще валлийские предания пишут о Британии как о Киммерии, населенной киммерийскими народами, а оформил их встроенные гипотезы Шеннон Тернер в книге «История англосаксов». Он считал, что скифские народы, а среди них и киммерийцы, упорно двигались на запад. И если первыми в этой волне были киммерийцы, то логично, что они проникли в Британию первыми, они исчезли где-то по пути, а уже потом так появились откуда-то кельты. О том, что киммерийцы появились в Европе до скифских племен, мы узнаем из сообщения Геродота, отца греческой истории. Он заявляет, видимо используя информацию самих скифов, что киммерийцы издревле владели землями в Европе, которые скифы занимали в его время. Затем эти скифские племена распространились по Европе от Дуная до Балтики и севера. Кроме того, то, что он был знаком с месторасположением киммерийцев в северо-восточных областях Европы, 3 раза утверждается Страбоном. Затем их оттуда оттесняют скифы, пришедшие откуда-то из глубин Азии, и, как мы сейчас знаем, с Алтая и северного Казахстана. Киммерийцы отходят к Босфору. Но что же роднит их с кельтами? Начнем с этнонима. Киммер, Гимер, Киммер, Кимр. В равной степени часто применялись как кельтам, так и киммерийцам, жившим куда как раньше. Возможно, забавное историческое совпадение, как хунну и гунны, но может быть и нет. Киммеры или кимвры характеризуются как кочевой народ, и все свидетельства, остающиеся от них в истории, показывают, что это было именно так. Поведенческий характер странствующих народов нецивилизованной, то есть кочевой стадии развития, наводит на мысль, что некогда после достижения ими берегов Германского океана они на своих примитивных судах переправились по нему в Британию. Собственно, те самые кимвры, напавшие на Рим, также кочевали по Европе, как и кельты, были причудливо вооружены и как киммерийцы любили коневодство. Киммерийцы известны с 8 века до нашей эры, когда они вторглись на Ближний Восток, разорили многие земли и сами спасались от преследования скифами, с которыми имелась какая-то кровная вражда. Язык их неизвестен. Сохранилось лишь 3 имени вождей, которые можно трактовать весьма широко, но учитывая, что якобы скифы и киммерийцы были родичами, язык признан условно иранским. Остановившись возле озера Сиван в современной Армении, отступая с Причерноморья, киммерийцы были атакованы армией царя Урарту, которая была наголову разбита. Вождь Теушта или Теушпа в течение 30 лет грабил окрестности, пока в конце концов часть народа не ассимилировалась в Мидии, а более западная группа под началом нового вождя Дугдама не напала на Лидию и Ассирию. Для защиты от злых северян цари наняли все тех же скифов, которые пришли по киммерийскому пути с севера и победили агрессора. Чьи следы затем теряются, а уже сами скифы вскоре вступят в роль завоевателей Ближнего Востока. Киммерийцы отступили к Босфору, а скифы бросились грабить богатейшие восточные державы, пока не получили весть о том, что на их родине рабы вступили в сговор с их женами и захватили власть, после чего дружно отправились домой усмирять бунтовщиков. Однако существует целая группа записей, говорящих о том, что киммерийцы не исчезли в пустынях нынешнего Ирака и Сирии, а ушли на север и запад, подальше от агрессии с востока. И начинается удивительно. Порно из отрывочных данных античных историков показывает: в первый момент, когда скифы только начали атаковать их на европейской части Босфора, племена киммерийцев в преддверии опасности собрали совет. Цари и их сторонники хотели сопротивляться захватчикам, другие же предпочитали добровольную миграцию. Разногласия во мнениях привели к междоусобной борьбе, и оставшимся в живых оставили свою землю скифам. Но в то время как одна часть, ведомая Лигдамидом, двинулась в Азию в роковую последнюю войну, наиболее воинственная и большая часть киммерийцев, согласно географам, вскользь упомянутых Плутархом, отступила от скифов на запад и населила самые отдаленные области Европы, простиравшиеся до Германского океана,
Часть их, добавляет он, живет в стране столь лесистой, что там никогда не видно солнца. То есть, говоря современным языком, напирающие с Алтая скифы, потомки андроновской и афанасьевской культур, стали угрожать владением своих двоюродных братьев-кимерийцев, явных родичей срубной культуры бронзового века. И те, и другие были кочевниками, перемещались на повозках и верхом, воевали с помощью луков, арканов и колесниц. Но скифы имели лучших лошадей, мастерски владели луком, а соперники остались на ступени ниже, скорее перемещаясь на лошадях, чем воюя, а луки использовали реже, чем длинные мечи. Часть кимерийцев предпочла уйти от врага. Вот только куда? На севере их лошадей ждала смерть в ледяных зимних лесах нынешней России. С востока и привольных степей идут скифы. Остаются только юг и запад. Вот и получается, что именно по такому пути пошли кимерийцы. Южная группа вышла через Кавказ грозным деспотиям Ближнего Востока и почти сумела их покорить, но затем была разбита и рассеяна нагрянувшими скифами. А западная группа ушла в Европу, где не было степей, и оттого пришлось забыть кочевую жизнь. Но и не было таких серьезных врагов до появления Рима. Сотни лет прошли с момента ухода из степей. Поколения забыли родину на востоке. Лошадиные породы выродились за ненадобностью в пахотные или колесничьи породы. Конный бой на рельефе Франции превратился в колесничий. Остались лишь длинные мечи прадедов. Аргументы в пользу гипотезы. Кельты имеют общие похожие обычаи. Длинные дома, почти копия кочевой повозки кимерийцев, только без колес. То есть, найдя спокойное место, они просто сняли свои повозки и поставили на землю, получив своеобразные дома. В отличие от скифов, кимерийцы использовали длинные мечи, фирменные привычки кельтов тоже. Причем функционально в бою это было сомнительное решение, и никакие другие народы не предпочитали длинные мечи коротким для пешего боя. Кельтов упорно именуют кимврами или кимерийцами, задолго до того, как античные историки стали вновь изучаться в Европе. И даже само название тех же валийцев созвучно с кимр или кимбр. Название кельтов в Риме – галлы, а ранние – валлы, то есть буквально перемещающиеся, катящиеся. Может быть намеком на колесные способы перемещения племени. Хотя нельзя сказать, что галлы были кочевым народом для империи, не более чем другие. Как и до прихода скифов, в римские времена западными соседями скифов остается снова народ, который мы подозреваем в родстве с кимерийцами – это кельты. Согласно Гекатею Милитскому. А куда тогда пропали кимерийцы, если они от скифов ушли, а к кельтам не дошли? Геродот описывает кельтов на Дунае, как и на Далеком Западе, не указывая различий. Как раз во времена Геродота кимерийцы могли дойти до Центральной Европы. Захоронения раннего Гальштата, первой кельтской культуры в Европе 8 века до нашей эры, изобилуют предметами конской сбруи, прототипы которых находятся в степях юга России того же периода. История Гудзмарков. Как раз совпадает со временем появления кимерийцев в Урарту и в Европе, где они еще сохраняли кочевые традиции. Калимах употребляет в отношении этих народов эпитет «кормящиеся молоком». Очень странная привычка для кельтов. Причем часто речь о кобыльем молоке, которое в избытке у кочевников, но для лесных жителей продукт редкий и дорогой. Земля кельтов так велика и обширна. Подобную формулу затем использовали и русские летописи, что от внешнего моря и до самых северных областей обитаемого мира простирается на восток до Меотит и граничит со Скифией Понтийской, то есть нельзя уйти из Скифии и не оказаться в землях кельтов. Еще более интересно, что в преданиях последних потомков кельтов, ирландцев и валийцев говорят о перемещении с востока. Они утверждают, что кимры были первыми жителями Британии, которая до их прибытия была населена лишь медведями, волками, бобрами и быками с крупными горбами. Они добавляют, что Ху-Кардан или Ху-Сильный или Могучий переправил народ кимров через Туманный, то есть Германский океан в Британию, в Лильдау или Арморику во Франции в современном понятии, и что кимры пришли из восточных краев Европы, то есть областей, где ныне стоит Константинополь. И это полностью соответствует истории о том, как на Боспоре кимерийские вожди разделили народ на два племени. Аргументы против. Неизвестен язык кимерийцев совсем. Только 3 имени царей, которые имеют иранские корни. Но язык кельтов крайне далек от иранских и вообще от ядра индоевропейских. И скорее всего кимерийцы говорили на иранском языке, так как они могут быть недостающим звеном между языком персидской Авесты и фракийцев, которые явно родственны, но с огромным пробелом между. Между условными западными и восточными языками иранцев есть белое пятно, и это не скифы, а кимерийцы. Гаплотип кимерийцев R1A
а также есть много представителей с восточноазиатскими и сибирскими типами. Однако у кельтов доминирует R1b, хотя надо сказать, что популярная генетика давно объект насмешек в этом плане. И, например, баски тоже имеют R1b, индоевропейцами вообще не являясь, как и некоторые африканские народы. Впрочем, метисация растворила исходный тип киммерийцев-кельтов в любом случае. Довольно сильные различия в одежде и культуре. У кельтов нет островерхих шапок, доминирования лука и лошадей в хозяйствовании, хотя узкие штаны были присущи обоим народам, и именно кельты занесли их в Европу. Но опять же, среда слишком отличалась от степной, и за десятки поколений способы ведения хозяйствования могли сильно измениться. В итоге, пока это неразрешимая гипотеза. Стали ли беглые киммерийцы отцами Западной Европы, или же они сгинули на Востоке, а кельты какие-то другие, безымянные народы, пришедшие в другое время? Народ спешившийся, собравшийся в темные глухие леса и суровые скалы Европы, чтобы спустя 1000 лет пережить и скифов, и персов, и Ассирию. С подачи читателя возникла еще одна точка соприкосновения кельтского и киммерийского мира. Тахары, народ Центральной Азии, однако говорящий на языке общей кельто-итало-венецкой группы, носители кельтской же R1b, похоронены в одежде в шотландскую клетку. Этот народ каким-то чудным образом пересек Евразию дважды, чтобы сначала оказаться в степях Казахстана, затем уйти в Европу, потом назад, уже до нынешнего Китая. Кто они? Пленники-киммерийцы на окраине скифского мира? Кто знает. Но это еще одна лепта в копилку версий. Пишите в комментариях, насколько эта версия кажется правдоподобной. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.